За последнюю неделю я подключил AI к CRM-системам двух компаний и нашел тысячи и даже десятки тысяч долларов потерянных сделок. Клиенты, которые пришли, оставили заявку и про них просто забыли. Деньги лежат на столе, но никто их не взял. В этом видео я на ваших глазах проверю CRM-систему в своей строительной компании. У меня у самого CRM заполняется через раз, и у вас, наверное, тоже. И наша задача посмотреть, а какие потери мы несем из-за этого. Смотрите, я открываю Claude и пишу обычным русским языком. Подключись к моей CRM-системе и покажи общую картину, например, за 2022 год. AMA CRM, вот доступы. Я сохранил ключ доступа к CRM-системе в файле, и сейчас я просто скопирую этот файл в терминал. В целях безопасности я напишу имена клиентов и телефоны не показывай. Все суммы переводи в доллары по текущему курсу. Это для удобства, потому что меня смотрят зрители из разных стран. Поехали. Пришел ко мне котенька. Пока нейронка обрабатывала промпт, просто она решила тянуть все сделки за все время, поэтому я открыл вторую сессию и уточнил, что тяни только за 2022 год. Но вот я вижу, что подгрузилась уже и первая сессия, и вторая. Claude выдал общую картину по AMA CRM. Вот он написал, что 9000 сделок создано, 126 закрыто, 9000 закрыто и не реализовано, в работе воронка логиста 129, конверсия 1,3%. Бюджет всех сделок $2 миллиона, он пишет, сколько выигранных, проигранных, какой средний чек, какая максимальная сделка, какая минимальная сделка. И динамика по месяцам, сколько создано, сколько выиграно, по ответственным. Это на самом деле некорректные данные, потому что сейчас работает один менеджер отдела продаж, и все остальное закрывает AI. Но в 2022 году менеджеров было больше. Просто так как они удалены из CRM-системы, то может показаться, что один менеджер работал. Конечно же, он не мог закрыть такой объем в одиночку. В 2022 году было несколько человек. И ключевые наблюдения. Ярко выраженная сезонность, пик лидов в январе-марте, зимний-весенний спрос, спад летом и к концу года. Конверсия 1,3% низкая, но это типично, если в CRM попадают все входящие обращения, звонки, формы, спам. Но на самом деле на техническом пользователе висят все лиды, которые были переброшены с удаленных уволенных менеджеров. Первое полугодие дало $500 000, это 78% годовой выручки. Интересные данные. И декабрь абсолютно пустой. Давайте спросим его. Окей, это статистика. Найди мне клиентов, про которых забыли. Тех, кого не трогали больше месяца. Найди максимальные потери. Зависшие сделки с 2022 года до сих пор не закрыто 129 сделок на $700 000. Статус позвонил и уточнил подъезд, имеется в виду подъезд на участок, висят от 2 до 4 лет, и вот он вывел список самых крупных, когда они созданы, когда было последнее касание и кто ответственный. Быстро слитые крупные сделки. Убиты за 0,7 дней, 26 сделок. Клиент пришел с бюджетом, с конкретным, и его закрыли, видимо, имеется в виду, что закинули в нереализованные за неделю или в тот же день. И, судя по всему, Claude не приводит причины закрытия, скорее всего, причина закрытия не указана.
Вот сделки, которые закрыты в тот же день, то есть я могу их скопировать и посмотреть в AMA CRM или просто попросить его скинуть ссылку. Забытые крупные висели от 60 до 800 дней и потом просто закрыты. Вот написано: клиент ждал месяцами, потом ушел. И вот здесь сводка. Сколько зависших, до сих пор не закрытых, сколько быстро слитых, сколько забытых и все потерянные с ценой. То есть цена указана за объект, 108 сделок на $500 000 фактически. И вот агент говорит главную проблему. 129 сделок на $700 000 застряли в воронке логиста, и никто их не закрывал. Это самый крупный блок потерь. Что я хочу отметить? CRM-система – это такая вещь, где менеджеры двигают карточки из одной колонки в другую, что-то заполняют, что-то не заполняют, и сложно на основе этого сделать какой-то вывод. Вот я делал предыдущее видео, очень крутое, потому что я залил агенту 1000 реальных звонков менеджеров. То есть мы их транскрибировали и залили агенту. И вот там агент нашел действительно серьезные проблемы, потому что это реальный диалог. То есть сидит менеджер, общается с клиентом, и агент реально находит строчки, где клиент явно хочет заказать наш продукт, а менеджер его явно сливает. Потому что звонки – это уже реальный диалог, который был, а не абстрактные карточки. Я рекомендую вам очень посмотреть это предыдущее видео. Называется «Я прослушал 1000 звонков своих менеджеров за один вечер». Итоговый промпт пишу ему: посчитай, сколько денег всего мы потеряли, замороженные, проигранные, все сделки, где есть цена, например. Посмотрим, что он выдаст. Агент работал еще несколько минут и выдал такую таблицу. Итоговые потери за 2022 год. Выиграно сделок на $600 000, проиграны сделок на $500 000, а замороженные висят до сих пор на $700 000, и получается итоговые потери чуть больше $1 миллиона. Из всех сделок с ценой выиграно только 35%. 65% потеряны, причем замороженные даже больше проигранных. Эти сделки просто бросили и забыли. Вот такой вывод делает AI, заглянув в мою CRM, в которой полный бардак в 2022 году. Смотрите, я посмотрел только 1 год. Проблема это длится все 11 лет, что я работаю в строительном бизнесе. Менеджеры не заполняют CRM, никакие регламенты не помогут это сделать. Я пытался, нужно ставить какого-то контролера, руководителя отдела продаж, который контролирует вообще всех вместе взятых, и то он не может проконтролировать все в точности. Слава богу, теперь есть AI и есть более крутые решения. Потому что AI может сейчас в реальном времени слушать каждый звонок, читать каждую переписку, просматривать все карточки и фактически установить тотальный контроль над отделом продаж. Даже CRM-система не нужна, потому что мы можем по каждому лиду видеть, что происходит в реальном времени, исходя из транскрибации звонка и переписок. И делать какие-то выводы или пинговать руководителя в случае, если там какие-то проблемы, или находить сложные участки, где менеджер сказал что-то не то или сказал недостоверно информацию для клиента, или откровенно происходит какая-то дичь и нужно срочно уведомить руководителя. Интересно ваше мнение о подходе, который я вам показал. Напишите в комментарии и задавайте любые вопросы. Всем спасибо за просмотр. Пока.